Всем привет! Меня зовут Марина Найман, и я приветствую вас на моем канале «Сам себе кадровик». Тех, кому оказались интересна тема поиска работы или персонала. В этом видео мне хочется в первую очередь рассказать не о том, как искать работу или сотрудников в вашу компанию, хотя это мы тоже все разберем, а о том, кто он, тот человек, который первым видит ваше резюме, и кого вы первого слышите по телефону, когда звонит работодатель, или видите первым, приходя в компанию мечты с желанием получить заветную работу. Итак, давайте разберемся, кто же работает в отделе кадров и чем каждый из них занимается. Многие мои знакомые до сих пор называют всех одним словом – кадровик. Но это не всегда так. Кадровик – это специалист отдела кадров, работник компании, в ведении которого находится кадровое дело производства. Деятельность кадровика имеет ориентацию на трудовой процесс. Его работа базируется на строгих законодательных нормах, судебной практике, внутренних инструкциях и локально-нормативных актах, принятых в компании. А вот на собеседовании чаще всего вы встречаетесь с менеджером по подбору персонала или рекрутером, сотрудником, который непосредственно участвует в процессе отбора кандидатов. А вот, например, только первичное телефонное интервью может провести ресерчер. Этот человек ищет резюме кандидатов на просторах интернета и разных рекрутинговых площадках и приглашает на собеседование. Но собеседование проводит уже менеджер. HR-менеджер, менеджер по персоналу. Это тот человек, на мнение которого руководитель бизнеса или собственник бизнеса опирается при построении команды. HR вырабатывает и реализует общую стратегию управления, адаптации и мотивации всего персонала компании. Вернемся к менеджеру по подбору персонала, человеку, с которым вы общаетесь на собеседовании. Наверное, один из самых простых советов, которым я могу поделиться с каждым человеком, кто ищет работу – помогайте менеджеру по персоналу. Да, вы не ослышались, ему надо помогать. Помогайте найти ваше резюме в миллионе однотипных и часто неправильно составленных резюме. Помогайте в телефонном интервью не засомневаться в описанных в резюме качествах. Важно помогать в процессе интервью человеку, от которого зависит, примут ли вас на работу, выявить все ваши таланты в максимально сжатые сроки. Это несложно сделать, но это увеличит ваши шансы на получение желаемой должности и зарплаты. Конечно, хочется сказать еще, чего делать за него всю работу, но не забывайте, что в первую очередь работа нужна вам. В российских компаниях чаще всего интервью проводит менеджер по персоналу, у которого может быть в день очень много собеседований. И не исключено, что еще и на разные должности. Менеджер по персоналу такой же обычный человек, как и мы все. И поверьте, для того, чтобы замылился взгляд, достаточно не такого уж большого промежутка времени в работе. Поэтому второй важный совет, и об этом мы будем говорить подробнее в других выпусках, тщательно подготавливайте свое резюме и готовьтесь к собеседованию. Это не просто облегчит работу менеджеру по персоналу, но, что более важно, увеличит ваши шансы на получение той должности и в той компании, о которой вы мечтаете. Если у вас остались вопросы или вы с чем-то не согласны, вы всегда можете оставить комментарий, мы обязательно придем с вами к единому мнению. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, с какими менеджерами по подбору персонала вам приходилось сталкиваться. А также очень интересно было бы узнать ваше личное мнение, каким, на ваш взгляд, должен быть хороший менеджер по персоналу. Обязательно подписывайтесь на мой канал «Сам себе кадровик», так как в следующем видео я вам расскажу топ-4 сайта российских площадок, где искать работу и персонал. Будет интересно? До встречи в следующем видео. И помните, кадры решают все. Пока-пока.